Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить даже самую дряблую видающую кожу. Маска идеально подходит для возрастной сухой кожи лица, кожи шеи, кожи зоны декольте. Маска уплотняет тургор кожи, убирает морщины. Также дополнительно выравнивает цвет лица и убирает мелкие пигментные пятна. Идеально маска подходит для нанесения в вечернее время. Примерно за час до сна нанесите эту маску, и утром кожа ваша будет сиять молодостью и красотой. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете приготовить самостоятельно в домашних условиях. Возьмите небольшое количество белого риса, не промывая рис, перемелите его в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Я рекомендую приготовить большее количество рисовой муки, так как она очень часто используется в домашнем уходе. Нужно взять 1 чайную ложку рисовой муки. Кстати, рисовую муку вы можете заменить на овсяную муку. Эффект будет тоже очень хорошим. Не забывайте, что рисовая мука отлично убирает морщины, хорошо выравнивает поверхность кожи. Возьмите рисовую муку без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится жирная сметана. Если у вас очень сухой тип кожи, то возьмите сметану высокой жирности. Также сметану вы можете заменить гусиным жиром, либо топленым сливочным маслом. Так как мой тип кожи комбинированный, я использую обычные сливки. Возьмите также 1 чайную ложку молока, сливок, либо очень жирной сметаны. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно смешивайте все компоненты. Дополнительно соблюдайте не только применение компонентов, но и порядок их добавления. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Тщательно смешайте рисовую муку и молочный компонент, так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. На этом этапе маска должна быть более густой, чем была бы комфортна для нанесения. Она должна иметь вот такую вот плотную консистенцию. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится кокосовое масло. Кокосовое масло отлично смягчает кожу, идеально подходит для возрастной, дряблой, увядающей, сухой кожи. Если у вас есть кокосовое косметическое масло, его также можно использовать. Также для приготовления домашних масок очень хорошо подходит и пищевое кокосовое масло в твердом виде. Если вы используете пищевое твердое масло, то подержите его на водяной бане или на медленном огне, слегка подогрейте, так, чтобы процесс приготовления был более комфортным. Возьмите также 1 чайную ложку кокосового масла. Кокосовое масло очень хорошо смягчает кожу, убирает морщины, хорошо питает, уплотняет тургор кожи, улучшает цвет лица. Также тщательно вбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. В процессе смешивания компонентов, если вы правильно соблюдали порядок добавления этих ингредиентов, в результате получится очень качественная домашняя маска. Так что в процессе приготовления не торопитесь. Все свои маски я показываю вам в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях сделать очень качественную, очень эффективную антивозрастную и омолаживающую маску. На этом этапе маска должна иметь вот такую однородную консистенцию. Постарайтесь взбить эти компоненты так, чтобы не было комочков. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин D. Витамин D – это витамин, который вырабатывается только под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому его нехватка в зимнее, осеннее и холодное время будет сказываться на состоянии кожи. Добавляйте витамин D в домашние маски, в домашние кремы. Также не забывайте витамин D в зимнее время принимать вовнутрь. Если у вас витамин D в таблетках, то предварительно разомните таблетку, растворите ее водой и добавьте в количестве 10 капель. 1 таблетку. Если у вас масляный состав витамина D, также можно использовать и витамин D3, то добавляйте 10 капель этого компонента. Нужно взять 10 капель
масляного состава витамина D, либо одну таблетку, тоже размоченную водой, добавьте в сегодняшнюю маску. И также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной консистенции. Все ингредиенты должны войти во взаимодействие. В последнюю очередь добавьте в сегодняшнюю маску витамин С, либо сок лимона. Я использую уже готовый сок лимона. Вы можете использовать для сегодняшней маски свежевыжатый сок лимона. Также подойдет для приготовления сегодняшней маски и витамин С в ампулах. Если вы используете аптечный витамин С в ампулах, то добавьте одну ампулу. Если вы используете витамин С в таблетках, то также одну таблетку разомните и размочите водой, добавьте в сегодняшнюю маску. Если вы используете свежевыжатый сок лимона, либо уже готовый, то для сегодняшней маски нам понадобится 10 капель. И также тщательно взбейте все компоненты. Для достижения наилучшего эффекта наносить эту маску нужно сразу после приготовления, так как витамин С очень капризный, быстро улетучивается, свойство этой маски со временем теряется. Количество маски, которые, я надеюсь, вы вместе со мной сегодня приготовили, достаточно для одноразового применения. Наносите маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы можете найти на моем канале. Наносить эту маску нужно по кожным массажным линиям одним толстым слоем. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.